With their fire and my will, I forge a new dawn. 醒来吧，虚空的子嗣。 Цзиянь, как истинная императрица драконов пустоты, призвала меч-убийцу драконов. Всем стало очевидно, какой силой обладает император драконов. Меч-убийца драконов мог легко уничтожить любого из 3 драконьих королей. Жидкостный золотой меч медленно перетекал между ее руками, и от него в то же время распространялась пугающая разрушительная сила. Как новый император драконов, я навсегда заключу вас в тюрьму драконов, если вы еще раз осмелитесь прикоснуться к нему. Тело Цзиянь в настоящее время излучало ужасающее давление, которое пугало даже Сяо Яня. Ты вызвала меч-убийцу драконов! Сердце королей драконов дико застучало. По их глазам было понятно, какое потрясение они испытали. Меч убийцы драконов не был оружием. Это был чрезвычайно мощный навык Доу Ци, принадлежащий племени древних драконов пустоты. Этот навык Доу Ци могли использовать только древние драконы пустоты, обладающие чистейшей королевской родословной. Даже 3 великих короля драконов не могли использовать его. Но никто из них никогда не ожидал, что Цзиянь сможет. Следует сказать, что даже императору Джукуню пришлось стать святым 6 звезд, прежде чем он едва сумел вызвать меч-убийцу драконов. Тем не менее, Цзиянь сейчас была только на уровне святого 4 звезд. Даже другие старейшины в этот момент не посмели произнести ни слова. Давление, излучаемое от меча убийц драконов, вызывало у них чрезвычайно трепетное чувство. Они чувствовали, будто вещь, которая способна убить драконов словно куриц, может в любой момент опуститься и на их головы. Все они опускались на колени посреди пустого пространства. Ситуация сегодня уже решена. В будущем Восточный остров драконов определенно превзойдет все 3 великих острова дракона. «Скорее уходите!» Западный король драконов решительно подавил ужас в своем сердце. Раздался яростный рев, и его тело мгновенно отступило. Южный король драконов не беспокоился о своей сломанной руке и тоже намеревался бежать. «Предатели! Меч убийц драконов! Казни их!» Фиолетовые глаза Цзиянь с холодным безразличием смотрели на 2 отступающие фигуры. Леденящий кости голос вырвался из ее рта, и меч убийц драконов медленно поднялся и качнулся на западного короля драконов. А затем ринулся вниз. Странное колебание пульсировало на его кончике. Западный король драконов активировал всю свою драконью броню. Слой за слоем драконья чешуя нарастала на его голове, теле, руках и половине его тела. Эти драконьи чешуйки блестели, как будто они были нерушимы. Однако эта чрезвычайно мощная защита рухнула за короткое мгновение. Энергия, испускаемая мечом убийц драконов, проникла в само пространство и пронзила его тело. Западный король драконов выплюнул полный рот крови и шоком в глазах опустил голову. Он видел, как большая дикая рана простиралась от его плеча и тянулась прямо до пояса. Срез был чрезвычайно гладким, и сквозь него вытекали ручьи крови. Можно было даже смутно увидеть его движущиеся внутренние органы. Одного простого удара хватило, чтобы серьезно ранить западного короля драконов. Мощь меча убийцы драконов действительно соответствовала своему пагубному описанию для драконов пустоты. Жалкий визг прозвучал из уст западного короля драконов. Сильная боль, проникшая глубоко, заставила его тело дрожать. Южный король драконов, который был недалеко, ощутил, что его конечности становятся ледяными. В этот момент он перестал думать о спасении других. Единственная возникшая в его голове мысль — поскорее уйти. Уйти отсюда. Мощь меча убийцы драконов вызывала у него жгучий страх. Сяо Янь тоже был в шоке, наблюдая за этим. Он лично испытывал, насколько пугающей защитой обладали короли драконов. Даже его сильнейший огненный лотос уничтожения только ранил их. Но самый простой удар меча Цзиянь чуть не лишил жизни западного короля.
Южный король драконов взревел во время отступления. Западный король драконов тоже понимал, что просто умрет, если останется на месте. Он прикрыл ужасающую рану на своей груди и, активировав доуци в своем теле, начал с безумием отступать. Цзиянь медленно прошла мимо Сяояня. Она холодными равнодушными глазами смотрела на отступление двух королей, а затем в очередной раз подняла в руке меч убийцу драконов, и Сяоянь увидел, что маленький локон ее фиолетовых волос стал серовато-белого цвета. «Этот меч изматывает жизненную силу, Цзиянь». В сердце Сяоянь испытал сильное потрясение. Чувство неминуемой смерти сразу же поднялось в сердцах западного и южного королей драконов, когда Цзиянь в очередной раз подняла меч. Они оба получили серьезные ранения и, вероятно, окончательно умрут, если этот меч снова рубанет по ним. Оба они впали в безумие и выплюнули золотую кровь. Колокол Императора Драконов! Золотая кровь быстро распространялась перед ними обоими и превращалась в золотой колокол высотой в 100 футов, который обернул их тела. И как только сформировался золотой колокол, меч ударил с неимоверной мощью. В этот момент от большого золотого колокола испустились круговые пульсации и громкий звук. Колокол взорвался, а каждый из королей драконов потерял по ноге. В течение нескольких минут два великих короля драконов стали калеками. «Думаете, что предатели вроде вас достойны силы Императора Драконов?» Холодная улыбка поднялась на губах Цзиянь, когда она посмотрела на несчастное состояние двух королей. Меч убийцы дракона в ее руке снова безжалостно рубанул в их сторону. Но меч не успел совершить очередной удар, поскольку фигура Цзиянь задрожала, и она выплюнула темно-золотую кровь. Хотя она и не взмахнула мечом в полную силу, энергетические колебания все-таки возникли. Они стремительно устремились к королям драконов. В их тяжело раненом состоянии они могли только шоком и страхом ощущать приближение этих пульсаций. Однако в момент, когда оба уже должны были быть поражены, возник северный король драконов, о котором временно все позабыли. Он схватил их обоих за плечи, ускорился и исчез из пустого пространства в течение нескольких вспышек. Три великих короля драконов были побеждены. Все увидели их побег. Какой страшный меч! Сяоянь посмотрел туда, где исчезли три короля драконов, прежде чем его глаза переместились к, казалось бы, жидкостному мечу в руке Цзиянь. Он невольно вдохнул глоток холодного воздуха в своем сердце. Цзиянь не двигалась с места, когда три короля драконов исчезли, а через несколько секунд на вид состоящий из вязкой жидкости золотой меч в ее руке задрожал и пропал. Цзиянь выплюнула полный рот крови, как только меч убийцы драконов испарился. Сама она начала заваливаться. Сяоянь изумился ее падению, поэтому быстро поймал ее. Сердце дрогнуло, когда он увидел ее чрезвычайно бледное лицо. Кажется, использование меча убийцы драконов сильно истощило ее. Кроме того, само истощение, кажется, было связано не только с истощением доуци. «Я в порядке». Находясь в объятиях Сяояня, Цзиянь смотрела прямо на него. Да, им удалось отбить атаку трех королей драконов, но какой ценой? Три короля драконов были сильно ранены, без ног и один без рук. Но Цзиянь тоже пострадала из-за меча. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом исходе сражения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!